Здравствуйте, мои любимые подписчики и гости канала Таро Гадание Инфо. Меня зовут Ирина, я таролог, магистр психологии, просто женщина, просто человек. Добро пожаловать на канал. Если вы нуждаетесь в добром, искреннем условии поддержки, вы попали именно туда, куда нужно. Я всем этим щедро делюсь на моем канале. Вы когда-нибудь замечали, как меняется выражение лица человека, когда он думает, что вы его не видите? Этот миг, когда социальная маска сползает, и вы видите настоящего незнакомца. Сегодня мы поговорим о том, что происходит за вашей спиной. Ваше окружение подготовило для вас сюрприз. Кто-то затеял игру, правила которой вам забыли сообщить. Но карты Таро — это рентген для любых тайн. Мы узнаем, кто сейчас может примерять роль вашего главного союзника, а кто вашего главного критика в закрытых чатах или кулуарах. Будет ли этот сюрприз приятным бонусом или холодным душем? Все мы сегодня узнаем. Итак, для начала делаю вашу сигнификацию. Если сейчас срезонирует, вы себя узнаете, значит смотрим расклад до конца. Один вариант. Какая девочка пришла на расклад? Это сочетание меня уже чуть-чуть напрягает. Разбитое сердце от наличия в вашей жизни каких-то вампиров токсичных, да? Где-то ошиблись в выборе. Тут прям ошибка идет. Приняли какого-то человека. Не обязательно тут мужчина. Проще всего сказать, да, мужчину. Выбор вашего партнера был не совсем правильным, да. Тут, в принципе, какие-то люди вокруг вас, жаргонизм, трутся, да. Периодически появляются вампиры, потребители, люди, которые привыкли использовать не только вас. В принципе, они так живут, выживают, им так здорово и комфортно. Люди токсичные в своих проявлениях. Может быть, там уже не знаю, какие-то замечания, колки, может быть, двойные стандарты. Вам в лицо одно говорят, за спиной совершенно другое. При этом показано, вы искренне принимали этих людей за своих единомышленников, за людей, с которыми там вы на одной волне, у вас одни и те же ценности, тут прям как вторая половинка. У кого-то это в прямом смысле встретили мужчину, которого восприняли как свою вторую половинку и надеялись на прекрасное что-то с ним. Ну, а тут токсично уже пошло как-то. Изначально ваша характеристика, тут феечка, это скорее характеристика вас как женщины, которая верит в, может быть, в волшебство, в принципе, в эзотерику, тут увлекается эзотерикой, психологией, может быть. Ну, тут чуть-чуть другой подтекст. Тут показано несколько как иллюзорный взгляд какой-то на мир был, поэтому сердце и разбито. Может быть, на мир, на людей, да, может быть, воспринимали, как каждый из нас воспринимает окружение, сквозь призму собственного этого восприятия мира. Вот вы наделили, может быть, этих людей какими-то качествами изначально. Им показалось вам, что да, вот они обладают ими. А люди и не догадывались, что они должны этим обладать, да. В один момент, может быть, ваши иллюзии разрушились по их поводу. Так, какая еще? У кого-то, может быть, даже, не знаю, как это вам сказать, но у кого-то, давайте так, может быть, желание создать свой этот внутренний мир, он волшебный какой-то, он настолько далек от реальности, это как попытки даже сбежать. Может быть, вас реальный мир, он напрягает, у кого-то реальный мир вызывает как, ну, не знаю, отчуждение, не отчуждение, но не совсем вы готовы жить в этом современном мире с их, может быть, какими-то законами, хотел сказать, зверскими законами, да, но звери намного милосерднее людей. Как будто бы трудно вам найти действительно в этом мире людей, опять-таки, как единомышленников, людей, которые искренне будут с вами разделять ваше видение
там, взаимоотношений между людьми, не обязательно мужчина и женщина. Скажем так, где-то может быть увлечение фэнтези, фантастикой, может быть ну, попытки создать свой какой-то такой мирок и в нем укрыться. Так, тут мне показано сочетание все равно, как бы там оно ни складывалось, вы надеетесь на улучшение, может, взаимоотношений, может, на попытки найти тех самых людей, с которыми вы будете на одной волне. Почему-то тут у меня показано какой-то коллектив женский, и рядышком карта, говорящая о том, что, скорее всего, вы предпринимаете до сих пор эти попытки сблизиться с людьми. Может быть, именно тут женщины, коллектив, общение. Может быть, опять-таки, какие-то точки соприкосновения пытаетесь найти. Сама по себе оптимистка. Как бы тут сердечко не разбивали вам, как бы токсично не проявлялись. Ну, сама по себе девочка, которая руки не опускает, идет вперед. Так, о чем вот это вот? Вышла у меня карта ведьма ведающая, перед этим историю как будто показывают. Вы сейчас уже прекрасно понимаете, что да, очень трудно ну, рассчитывать на то, что все будут прям разделять вашу точку зрения или поддерживать вас. Но при этом вы выбираете такой путь, знаете, у кого-то тут прям вы понимаете, что окружение какое-то, ближайшее, или тут рабочие взаимоотношения могут быть, тут карта вот прям коллектива женского, они в вас нуждаются, и вы понимаете, уже находите вот эти точки соприкосновения, находите какие-то моменты, когда действительно вы выгодны, ну, вы действительно выгодны тут этим людям, и, соответственно, они вам выгодны. Тут как пытаетесь выстроить взаимовыгодные отношения, при этом понимаете, что как вам сказать, у каждого свой путь, своя дорога, и ну, по-разному они видят ваш путь, вы тоже свой путь, и может быть на время вам с ними по пути, с этими людьми, но при этом пытайтесь, да, найти какие-то эти стратегии, да, выработать для того, чтобы опять-таки выживать в этом мире, быть им полезны, а они вам в свою очередь чем-то могут быть полезны. Тут у вас абсолютно как-то разные дороги вот с этими женщинами. Тут разное видение взаимоотношений. Тут вообще как-то все по-разному мне идет. При этом даже какие-то попытки, может, влиться в этот коллектив, когда вы искренне вот старались, вот прям, знаете, как, может, доверяли свои какие-то там, ну, не тайны, нюансы какие-то о себе рассказывали. Вы видели как непонимание в глазах, может быть. Тут такое что-то. А сейчас вот будто бы вы приняли правила игры, какие для себя выработали. Хорошо, будет взаимовыгодные отношения. Без доверительной какой-то там лирики, да? Мне так идет. У кого-то тут материальная взаимосвязка, да? Тоже вы, ну, вы от этого что-то можете материально приобрести от общения с этими женщинами. Вот так вот мне даже идет. Какая сигнификация ваша? Подпишись на канал и поставь лайк. Так, расклад. Тайное становится явным. Суть тайны. О чем вообще идет речь? Лицо игрока. Кто скрывает? Описание личности. Может, группа лиц, да? Мотив. Зачем это людям нужно? Зачем им нужен? Это защита или вред? Мотив какой? Ими движет, да? Что их сподвигло? Как это всплывет? Событие, которое сорвет маски. Ваши действия. Как распорядиться вам этой правдой? Той, которая вскроется, да? Так, смотрим.
Суть тайны. О чем речь? Какая-то тайна, которую вас забыли, в которую вас забыли посвятить. Лицо игрока. Кто скрывает? Описание личности, эту тайну. Может быть, группа лиц, да? Мотив. Зачем им это нужно? Ой, прям много-много выпало карт. Так, ладно. Зачем им это нужно? Защита или вред? Так, как это всплывет? Событие, которое сорвет маски. И ваши действия. Как распорядиться этой правдой лучше вам? Начинаем. Суть тайны, в которую вас забыли посвятить, да? Сюрприз какой-то, который вам готовят. О чем это речь? О чем тайна? Так. Давайте, наверное, я вытащу сразу и карту, открою лицо игрока. Кто скрывает описание личности? Кто скрывает? Кто-то из прошлого. Кто-то, тот, кто находится в ограничениях. Пытается в этих ограничениях уже длительное время какие-то бонусы от этого иметь. Правосудие. Не свободен, женатик какой-то. Человек, с которым вас развела судьба, ну или в силу этих каких-то его поступков, может, вашего взаимодействия, разошлись ваши пути. И самобичевание. Человек, который себя, ну, скажем так, истязает, накручивает, где-то к себе претензии какие-то предъявляет. Возможно, из-за утраченных каких-то шансов, возможно, из-за, ну, знаете, как в прошлое погружается и говорит, если бы я поступил так, то, может быть, вы по-другому поступили бы, да? Как бы меняет местами вот прошлое, пытается в своей голове изменить и, ну, как корить себя за какие-то поступки. Тут это связано с вами. Вот тут так. Очень похоже на мужчину, честно говоря. Ну и тут я почему сразу вытащила, потому что тут карта князь вышла. И тут карта семья. Знаете, этот человек вполне возможно не свободен. Давайте так. Это какой-то мужчина из прошлого. Он не свободен, у него очень много ограничений. И повторюсь, он в этих ограничениях уже давным-давно пытается в этих ограничениях извлечь бонусы, пытается как-то гармонично выстраивать свою жизнь, исходя из того, что у него есть на данном этапе. Да? Правосудие. Еще раз подсказка: не свободен. Развилка. Ваши пути на время сошлись, потом разошлись. И он сам себя корит за какие-то поступки в отношении вас, какие-то проявления, может быть. Так, прошлое. Это мужчина. Теперь тут смотрим суть тайны. О чем речь? Ну, я вам хочу сказать. Суть тайны скрывает от вас, что у него разбито сердце. Вот. Человек находится, если в семье, карта семья, то, находясь в семье, он тут может, конечно, бонусы какие. Видите, карта жадины. С одной стороны, может пытаться накопить тут какие-то суммы, даже как замена, как вам сказать, если нехватка эмоций, да, провал в эмоционально-чувственной сфере, он пытается компенсировать это материалкой. Может быть, какие-то там себе радости земные позволять, у каждого свое, да, у кого-то это, не знаю, там, новый вид транспорта, велосипед, да, у кого-то машина, у кого-то, может, то, что его как-то может взбодрить, перезагрузить, кто-то себе там какие-то сафари, круизы заказывает, если это позволяет, да, у него и материалка, и отсутствие каких-то ограничений, да, если сможет себе позволить какие-то увеселительные, как это сказать, мероприятия, при этом увеселительные, у кого-то тут карта пьянства, человек может, знаете, хорошо так веселиться, может быть, в выходные дни, опять-таки, как компенсация, стараясь забыться даже.
Так, о чем речь? Тайна, тайна. Ну, скорее всего, тут тайна, девочки. Какая тайна? Человек просто не хотел бы, чтобы вы, может, знали о том, что из-за вас у него сердце разбито. Может быть, он сожалеет о чем-то, о том, что произошло. Не хотелось бы, чтобы именно так все произошло. Это одно, а второе, он бы не хотел, чтобы вы знали, если он находится в семье, что я не буду говорить тут, любовь присутствует, не присутствует, но одно то, что сердце разбито, скажем так, картинку, которую он создает, это иллюзия, это пшик большой. Опять-таки, по карте звезда тут с тайны. Вы таки остались для него недостижимой какой-то мечтой. Может быть, человек сам и отказался от вас в свое время, да? Ну, тут карта князь, это говорит о том, что человек нацелен на довольно-таки высокий материальный, знаете, как сказать, порог, да, запрос. То есть, в принципе, у него есть четкое понимание того, что он, может быть, даже на то время он готов был заплатить какую-то цену. То есть где-то, если это была влюбленность, привязанность, он готов был этим заплатить на то время, может быть, ради какой-то его стабильности, зоны комфорта. Тут кого-то деньги прям, статус, положение, может быть, уже наработанный какой-то, не знаю, имидж, если можно так сказать. А сейчас человек, я не буду говорить, прям пожинает плоды. Ну, как будто бы он старается в том, в чем он находится, повторюсь, извлечь какие-то максимально из этого положения, какие-то бонусы, профиты, приспосабливается. Но при этом сердечко разбито, при этом мечта какая-то так и остается мечтой, недосягаемой, иллюзорной какой-то даже, потому что он сам может быть, и мог бы реализовать эту мечту, к ней приблизиться, а может сам и останавливает себя. Пьянство я тут уже озвучила, да, уход от реальности, у него может уходить в этот иллюзорный мир, опять-таки, с помощью алкоголя. Основное, что я вижу, это просто человек не хотел бы, чтобы вы догадались о том, что он страдает, о том, что он несчастлив, о том, что сердечко разбитое, в этом сердечке пустота сейчас и сожаление. Так, мотив. Зачем нужно это человеку, защита или вред? Зачем это нужно? Ну, зачем это нужно ему скрывать, смотрите, от вас? Ему очень бы не хотелось стать марионеткой, ни в чьих руках. Он, скорее всего, какую-то занимает такую позицию, образ создал в обществе. Картасад — это социум, общество. С одной стороны мораль, с другой стороны карта башня, тут стабильность. Башня не в плане разрушения. Это о чем, девочки? О том, что человек, может быть, работал на свой образ, на имидж, да, как говорят, в первую половину жизни там мы работаем на этот имидж, создавая его, а потом оставшуюся жизнь этот имидж работает на нас. Тут то же самое. Мораль и сад. Вполне возможно, если не свободен, да, ему не хотелось бы там, может, разрушать семью, или, опять-таки, не хотелось бы, чтобы эти трещинки были в фасаде. Не обязательно там посвящать кого-то, что в сердце пустота, там, может быть, любви, этой нежности уже нет во взаимоотношениях. А для всех окружающих, вот, для него очень важно создать эту иллюзию крепкого, ну, у кого-то союз брака, может быть, в принципе, как вот башня, да, железобетонная, все, меня никто, ничто не сломает. И уж тем более ему не хотелось бы, может быть, перед вами раскрывать свою душу. Он боится стать уязвимым во всех смыслах, или боится стать марионеткой в чужих руках. А зачем еще скрывает мотив? Не хотелось бы ему токсично, может быть, окружение сейчас какое-то токсичное. Отчасти он сам себя чувствует в этом окружении, вот как инаковость какая-то. Видите, и, как вам сказать, неустойчивое положение. Больше это касается, наверное, взаимоотношений между людьми, знаете. Ну, у кого-то, может быть, даже тут связано, если он тут
надумает то ли разводиться, менять свой статус, да, то это может повлечь за собой материально какие-то изменения. То есть по карте башня может разрушение произойти. Тут уже этой стабильности разрушения произойдут. Не хотелось бы ему показывать, что на самом деле он уязвим, на самом деле он не чувствует этой опоры под ногами в полной мере. Боится перемен, наверное, каких-то изменений, не готов. Но при этом также не хотел бы он озвучивать то, что в так называемой этой зоне комфорта, в которой он находится, он себя чувствует отвратительно. Это токсичность, может быть проявление вокруг людей, знаете, такое ощущение, как будто бы не все люди за другу братья и сестры, да, тут скорее проявления какие-то, я уже не знаю, зверские. В любой момент может кто-то подставить, в любой момент какие-то махинации, манипуляции, где один второго может очернить ради собственной выгоды. Тут это все сюда. При этом он себя все-таки считает, знаете, как будто бы внешне он может показывать, да, я принадлежу вот этому обществу, я играю по его правилам, но внутри он себя ощущает одиноким. Видите, тут барышня сидит на этой жердочке, и в любой момент эти вороны, которые рядышком находятся, вспорхнут, там, прокаркают, договорятся, приземляться, а эта барышня, она может шандарахнуться вниз, и очень болезненно. И он знает, что там одна его ошибка, и он очень больно может приземлиться, да, потом собирать себя долгие годы по кусочкам. И он не готов к этому, к этим поражениям, он не готов. Такое ощущение, как будто бы человек очень долго прикладывал усилия для того, чтобы может стать частью этого какого-то социума, общества, соответственно, какие-то профиты от этого имея, бонусы. И он не готов это потерять, не готов он также показать прилюдно свою инаковость. Он это скрывает глубоко внутри. Где-то, может быть, даже это окружение он презирает, он даже кто-то ненавидит это все. Так, карта токсичность. Но при этом выбирает оставаться там, где он находится. Ну, как-то так. Как это всплывет, девочки? Событие, которое сорвет маски. То есть вы узнаете о чем-то. Ну, о том, что касается этого человека. Может, по поводу его сожалений, по поводу его видения вот этой ситуации. Но оно каким-то образом вас коснется, да? Ух ты. Как это всплывет, то, что сорвет маски. Допустим, сейчас вы находитесь, вот тут карта феечка, это ваша была карта, да? Сейчас вы чувствуете себя, может быть, тут карта одинокая, где-то одинокая. И тут карта как свинью подложили, книга, встреча, перекресток. Как я это вижу, как это всплывет? Вполне возможно, опять-таки, у вас сформированный какой-то образ есть этого мужчины. И вы его там, ну не знаю, что ли напридумывали, то ли он вам его так протранслировал. Вы видите его одним, а тут мне показана картина, это изменится. Книга, это может быть какие-то знания, да, может быть тот же расклад какой-то вот вам в очередной где-то вы прослушаете, у вас пазлик сложится. Плюс встреча. К тому времени, когда вы встретитесь с этим человеком, будто бы вы уже информации больше будете о нем иметь. При этом эта информация будет полностью противоречить той, которую там до этого он вам предоставлял, или вы как-то его получали. Может быть, даже сложится у вас такое впечатление, допустим, до этого вы считали, он тут востребованный, и он от этого кайфует, и он, знаете, как на гребне волны, победа. А тут, может быть, опять-таки, какие-то составляющие, какая-то картинка, она поменяется. Вы поймете, что человек внутри несчастен, одинок. Так. При этом вот то, что он там транслировал до этого, это как фейк какой-то, это как мыльный пузырь. Опять-таки встреча с вами, и тут дальше перекресток. Сорвет маски. Может быть, вы увидите при встрече реакцию человека, этого мужчины, да, и вы поймете, что вы для него дороги, вы для него действительно женщина, которая цепляет, которая не дает ему, может быть,
забыть самого себя, да. Вот внутри что-то сидит, вот как это, там разбитое сердце у нас выходило, это как говорят, тупая игла в сердце, да, вот тут вот что-то такое, оно уже не, может быть, для него не настолько болезненно воспоминание о вас, тут скорее воспоминание и о вас, и о его каких-то проявлениях, о его каких-то поступках. Повторюсь, почему-то мне хочется сказать, там, где он предал самого себя, вот тут так вот. То есть тут карта перекресток, выбор все равно есть, но человек, скорее всего, может быть, да, по его поведению вы поймете, ему очень жаль, что складывается все именно так, но у каждого свой путь, своя дорога. Как будто бы, может, в очередной раз человек проявит себя, ну, не хотел сказать, как предатель, но тут предатель в данном случае сам себя предает, свои чувства. Ну, вот так мне. Ваши действия. Как распорядиться этой правдой? Как мне идет, вы должны это воспринять в прямом смысле, как будто бы это вас не касается, это не имеет к вам никакого отношения. Это о чем? Знаете, как говорят, ничего личного. Говорят о том, что вы сама по себе карта принцесса. Это сочетание наилучших качеств женских, девочки. Это сродни карте императрицы, да, сочетание наилучших качеств 4 королев. Интеллект, внешность, энергетика, сексуальность, умение заработать, приумножить. Девочки, это все у вас есть. Не нужно вот это вот какое-то двойственное его поведение этого мужчины. Опять в данном случае, тут видите, мужчина за спиной держит кинжал. То есть он скрыт, этот кинжал, до поры до времени. Он был скрыт. Вы его не видели. Вы, может быть, ощущали при встрече с ним, опять-таки, что все возможно. И этого мужчину, может, ждала всю свою жизнь. А вы этого кинжала за спиной не видели. Каких-то двойных стандартов, опять какой-то выгоды от того, как он проявляется. Да? Понятно, если вы другими критериями мыслите, то вы этого и не увидели, не узнали. Тут как распорядиться этой правдой? Для себя понять, что у вас свой путь, своя дорога, вы самодостаточная, роскошная женщина, великолепная. А человек, который выбирает такие методы, карта невозможно. С ним невозможно построить те взаимоотношения, на которые вы претендуете, которые бы вы хотели. Это, знаете, как его суть сломать. Человек только сам может, особенно в таком возрасте, изменить себя. Опять-таки, как распорядиться этой правдой? Для себя понять, если вы готовы с этим человеком выстраивать дальше взаимоотношения разного рода, в вашей жизни будет постоянно присутствовать страх, карта сущность, что это не тот человек на самом деле, которого вы любите. Там как бы двойное дно, опять-таки двойные стандарты, это постоянно угроза предательства, это постоянно какая-то неуверенность. Если вы готовы жить постоянно с этими страхами. У кого-то карта медведь — это история о том, что мужчина заботится, вкладывается, в том числе материально, в какую-то другую семью, в другие взаимоотношения. Он уже несет ответственность за что-то. Вам говорят, выбирай себя и дай этому мужчине проживать его жизнь. Не нужно тут, как вам сказать, пытаться переписать его жизнь. У вас своя прекрасная. Не зря там перекресток, да. Каждый делает свой выбор. Другими словами, ваша жизнь, девочки, хуже не станет от того, что этот мужчина не будет в вашей жизни появляться и проявляться. Нет, вы уже это пережили. Большинство из вас это все переболело, пережило уже. И, скажем так, пора выбирать себя. Все, такой расклад сегодня. И да, не забудьте подписаться, кто еще не подписан. Подписка, лайк, колокольчик, можно комментарий. Ну а те, кто уже подписаны и все это делают, большое вам спасибо, умнички.